Привет, друзья! Сегодня в обзоре у нас часы японского бренда Casio, модель MTD 1053D, модуль часов 2784. Корпус данной модели комбинированный, тут легко заметить, что он выполнен из нержавеющей стали и PVD-напыления по всему безелю часов, которое с течением времени медленно, но будет истираться. Вот такая вот толщина данной модели, она составляет примерно 11,5 мм. На руке примерно выглядят вот так. Диаметр часов составляет примерно 42 миллиметра. Вот. Ну и вес, соответственно, примерно около 142 грамм. Вот. Поэтому те, кто любят чувствовать небольшую тяжесть на руке, эти часы им идеально подойдут. Далее, сам браслет также выполнен из нержавеющей стали. Тут вот обычное стандартное крепление к корпусу часов при помощи обычной шпильки. Кому интересно, вот эта вставка может убираться, и сюда вы можете поставить, например, либо кожаный, либо каучуковый ремешок соответствующей ширины. Вот такая вот застежка на часах Casio. Вот. Если нажмете на вот эту кнопку, она легко открывается. В этой модели используется стандартное минеральное стекло, оно достаточно устойчивое к царапинам и к высокому давлению. Конечно же, поцарапать его всегда возможно, поэтому необходимо аккуратно носить свои часы. Также тут есть светонакопитель на часовой и минутной стрелке, а также на рисках и цифрах, на точках. При достаточном освещении циферблата часов в течение дня, ночью какое-то время, как правило, это около 2-3 часов, будет виден весь циферблат часов. Но на всю ночь обычно не хватает такой подсветки. Далее рассмотрим поближе сам циферблат часов. Маркируется, как обычно, сам бренд Casio. Далее кварц. Ну, у Casio только кварцевые модели. Данная модель со сроком службы источника энергии батарейки рассчитана примерно на 2-3 года. Ниже маркируется Water Resist 200M, что означает 20 бар или 20 атмосфер. То есть в этих часах можно смело купаться, нырять, погружаться на небольшие глубины. В общем, с водой они дружат хорошо. Ну и возле цифры 6 мелко маркируется Japan Move. Japan Move, что означает, что тут используется японский механизм. Кроме текущего времени есть апертура окошко возле цифры 3, метки 3. В общем, тут указывается текущая дата. Для того, чтобы изменять, вы можете использовать вот этот ключ. Ключ необходим для того, чтобы изменить как дату, так и текущее время. Ключ в этой модели, он завинчивающийся. Как правило, в часах, у которых 20 бар, они выполняют ключ завинчивающий. Вот мы открываем, крутим. Первое положение ключа будет изменять нашу дату. Чуть-чуть поддернули до небольшого щелчка. И вращая против часовой стрелки, мы изменяем текущую дату. Вот все работает, все меняется. Так, дальше, если мы вытянем ключ, второй щелчок был, вы можете изменить текущее время. Вращать можно как по часовой, так и против часовой стрелки в кварцевых часах. Ну и обратно в исходное положение. Ключ необходимо завинтить. Отдельно хотелось бы сказать, что в часах Casio, в которых есть окошко даты, запрещено изменять дату и переводить время в период с 9 вечера до часу ночи, поскольку в этот период часы автоматически сами производят перевод даты и переход на новые сутки. Для того, чтобы не произошла поломка механизма, какие-либо манипуляции в указанный период не нужно выполнять. Об этом указывается во многих часах Casio, в которых есть окошко даты. Также в этих часах есть безель, который может вращаться. Вращение безеля тут используется против часовой стрелки. Хочу отдельно отметить, что эти часы не являются дайверскими, как многие могут путать, поскольку дайверские часы всегда маркируются дайверс и проходят определенные испытания. К ним предъявляются определенные технические требования, которым они должны соответствовать. В этих часах безель необходим для того, чтобы измерять отрезки времени, которые прошла минутная стрелка в течение часа. Ну вот мы совместим нашу метку треугольника с минутной стрелкой, и в течение часа вы можете просто посмотреть, какое время прошла минутная стрелка. Либо же наоборот, если вы ждете какое-то событие, например, вот сейчас 10 минут 7 почти,
а вам ваше событие должно случиться, к примеру, без 15:07. Вот. Вы оставляете метку возле 9, то есть 45 минут, и ждете, когда минутная стрелка дойдет до этого значения. То есть в данном случае этот треугольник метка будет выполнять роль памятки. Вот. Ну и вращается безель, как во многих дайверских часах, только против часовой стрелки. Далее рассмотрим, что маркируется в часах и обозначают все надписи. Смотрим, тут есть информация о материале часов, stainless steel, то есть полностью нержавеющая сталь. Далее идет информация water resistant 20 бар, то есть в этих часах водозащита 20 бар. Дальше модуль часов прямоугольники 2784, вы можете по этому модулю найти инструкцию либо на английском, либо на русском языке. Дальше сама модель маркируется MTD 1053, бренд Casio, Japan Moft, информация о том, что тут используется японский механизм, и ниже маркируется Casting China, сборка фабричный Китай. Ну и задняя крышка завинчивается к корпусу часов. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, мое видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал. Всем здоровья, мира и добра. Будьте счастливы.